Всем привет, друзья! В прошлом видео я подробно объяснял, как заменить SSD на Steam Deck и установить SteamOS. В конце я упомянул, что если хотите, то я могу показать, как установить сторонние игры или покупать любые игры в Steam через турецкий аккаунт. Какую сторону ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Должен сказать, что я против пиратства. Никак это не поддерживаю и осуждаю. Подожди, а что ты осуждаешь? Разработчики должны получать деньги за свой колоссальный труд. Но ситуация в России такова, что покупать игры нам не дают сами сервисы. Да и разработчики ведут себя не самым лучшим образом. Как вам ремейк Dead Space полностью без русского языка? Спасибо, кстати, сторонним студиям, что сами озвучат его. Вот это реально респект. Так что в этой ситуации, я думаю, будет не лишним показать, как легче всего, ну по крайней мере мне так кажется, устанавливать сторонние игры и программы на ваш дек, а также как покупать любые игры в Steam. В принципе, и там объяснений на пару минут. Все действия вы делаете на свой страх и риск. Никто не несет ответственности за брикнутые приставки. Но такого не должно случиться. Главное не тыкать в лишние места. Сказала она. Давайте сначала начнем с установки сторонних игр. Сделаю ремарку, что установить стороннее ПО на Steam Deck можно вообще-то разными способами. Я выбрал самый простой и работающий в 99% случаях. За подробное текстовое описание некоторых действий спасибо пользователям MrChest и Captain Hero с форума FOPDA. Итак, первым делом вы устанавливаете стороннюю игру на своем домашнем ПК в любую удобную для вас папку. Уж не знаю, откуда вы эту игру возьмете. Далее нам нужно скачать и установить программу WinSCP на этот же компьютер. Она бесплатная, ссылку оставлю в описании. Переходим к Steam Deck. Нам необходимо поставить на нем пароль и установить связь с вашим ПК через интернет, как раз благодаря программе WinSCP. Придется ввести пару строчек кода, но это очень легко, не волнуйтесь. В Steam Deck через поиск находим терминал и открываем его. Если что, вызвать клавиатуру можно нажатием кнопок вниз и X. Теперь в терминале пишем простую команду passwd, как на экране. Нужно будет ввести ваш новый пароль. Главное, не забудьте его потом. После установки пароля вводим следующую команду sudo systemctl enable sshd. Ее вы также можете видеть на экране. Плюс оставлю текстом в описании. Нажимайте Enter, чтобы принять ее, и закрывайте терминал. Как закончите, после этого рекомендую перезапустить Steam Deck. Теперь возвращаемся к вашему компьютеру. Запускаем программу WinSCP, откроется окно добавления нового подключения. Заполняем его следующим образом. Имя хоста Steam Deck, имя пользователя Deck, пароль, ваш пароль, который вы в терминале установили на деке. Жмете сохранить и войти. Главное, не забудьте, что ваш дек должен быть всегда включен, а не в спящем режиме. Теперь папки Steam Deck отображаются в окне справа, а папки вашего ПК в окне слева. Ну и как вы могли уже догадаться, мы просто берем папку с установленной игрой и перемещаем ее на Steam Deck. Вот, например, как я делаю с игрой Spider-Man Shattered Dimensions и ремастером второго Биошока. Можете переместить в любую удобную для вас папку. Я для себя создал специально на рабочем столе дека отдельную папку под такие файлы. После того, как закончится загрузка, что занимает, кстати, немало времени, можете закрыть программу. На этом этапе игра уже, можно сказать, установлена на вашем деке. Теперь нужно настроить ее запуск. Для этого вы запускаете Steam на рабочем столе дека. Нажимаете «Добавить стороннюю игру», находите папку с вашей игрой, куда вы ее установили, и там же находите экзешник, ярлык запуска игры. Если вы его вдруг не видите, то выберите внизу вкладку «Показать все файлы». Нашли экзешник, выбрали «Добавить его», все подтвердили, и теперь он появился в библиотеке игр в вашем приложении Steam. Нам нужно из рабочего стола перейти в игровой режим на деке, зайти в библиотеку «Сторонние игры», выбрать нашу игру и нажать иконку настроек. Далее выбираем свойства, там выбираем совместимость и нажимаем принудительно использовать определенный инструмент.
Теперь нам нужно выбрать совместимость с Протоном. Из своего опыта скажу, что почти всегда работает либо экспериментальная версия, либо версия 7.0. Можно выбрать и другие варианты, но, как правило, если игра не работает с этими двумя, то, скорее всего, она не запустится вообще. После того, как выбрали совместимость с Протоном, можете запускать игру. На этом все. Некоторые игры запускаются, некоторые нет, тут ничего не поделаешь. Большинство у меня запускались и работали хорошо, но были и те, которые отказывались работать напрочь. Или, например, Fallout 4, просто не было половины звуков. Это все-таки сторонние игры, тут ничего не поделаешь. Гораздо проще покупать самому и чтобы у вас автоматом все само ставилось. Плюс облачные сохранения. Да и само ограничение в зависимости от вашего кошелька тоже может быть весьма полезно на самом деле. Поэтому давайте теперь поговорим про покупку игр через турецкий аккаунт. На самом деле нет особой разницы заводить турецкий аккаунт или казахстанский или еще какой. Просто по умолчанию цены на игры в турецком аккаунте довольно неплохие. Поэтому для себя я выбрал его. Чтобы его получить, у вас есть два способа. Легкий и сложный. Сложный — это самому через VPN создать новый аккаунт в Steam, говорят, там еще блокировать могут. В общем, я сам даже не стал заморачиваться и просто купил готовый аккаунт за 100 рублей. Ну вот так. Я покупал на сервисе plati.ru. Вы можете выбрать и любой другой. Мне ни за какую рекламу все равно не платили. Я просто выбрал тот, который мне посоветовал друг, и не заморачивался. Сама покупка происходит таким образом, что вы оплачиваете своей картой на сайте этот аккаунт, вам присылают логин, пароль и электронную почту с паролем, на которую привязан этот аккаунт. Вы заходите с этими данными в Steam, меняете пароль, меняете почту на свою и все. Поздравляю. Теперь у вас турецкий аккаунт. Больше и делать ничего не надо. Все шаги подробно описаны на самом сайте. Да и запутаться тут негде. Единственный минус — вы не сможете поменять логин, его придется запомнить или записать куда-нибудь. Но зато вы без проблем поменяете ник для списка друзей. Так что вообще не проблема, я считаю. Ну а чтобы покупать игры, вы просто пополняете свой кошелек Steam благодаря картам пополнения на том же сервисе plati.ru. У разных продавцов разные цены. Я выбрал, например, где продают 100 лир за 475 рублей. И в принципе это нормально. Например, я по скидке на последней акции купил себе Red Dead Redemption 2 за 83 лиры. То есть как раз где-то за рублей 400-410 она мне вышла, что вполне себе неплохо. Bully и Sunset Overdrive я купил вообще по 8 лир где-то. Так что цены вполне себе приятные. Если что, после того, как заплатите картой на сайте, вам в открывшемся окне выпадет код погашения, который вы просто вводите в Steam и получаете эту сумму на свой кошелек. Ну а дальше просто тратите. Вот и вся инструкция, друзья. Ставить сторонние игры, покупать через зарубежный аккаунт, все это довольно легко. Для себя же я больше выбираю легальную сторону. Мне хочется платить разработчикам за те шедевры, которые они делают. И облачные сохранения тоже очень помогают. Например, я могу играть на ПК, потом пойти куда-нибудь и продолжить игру на Steam Deck. Один раз подключившись к сети, чтобы потянуть сохранение. Но далеко не все игры, тем более программы, есть в Steam, поэтому знать, как работает другой способ, не помешает. Еще отмечу, что некоторые ПО требуют для запуска пакеты Visual C++. Их вы можете установить на DEC таким же способом, как я показывал с играми. А в свойствах самой игры нужно прописать строчку пути к этим пакетам. На всякий случай оставлю пометку об этом в описании, там все будет подробно написано. Вот и все, друзья, надеюсь, видео в очередной раз было вам полезно. В следующий раз выпущу ролик про эмулятор GameCube на Android, или про обзор на Steam Deck, или мое мнение про PlayStation 3 в 2023 году. В общем, планов много, а вы в комментариях можете написать, про что еще хотели бы сами послушать. На этой ноте я отчаливаю. Всем пока!